Я вас приветствую, и давайте так. Лайк, если любите Стивена Кинга, и дизлайк, если хотели бы устроить его книгам 451 градус по Фаренгейту. Но не потому, что книги плохие, а потому, что экранизируют их чаще всего из рук вон плохо. За примерами даже далеко ходить не надо. За последние 2 года вышло 4 экранизации писюлек Стивена Кинга, и они... душное говно, на фоне которого даже черный телефон белый. Не смотрел, но говно с 2 номинациями на Золотую малину. Посмотрел это говно только ради того, чтобы сделать обзор. Обзор этого говна вы сейчас будете смотреть. И да, они наконец-то экранизировали рассказ Стивена Кинга «Бугимен». Да-да, это первая экранизация этого рассказа, потому что вот это вот все не имеет никакого отношения к рассказу Стивена Кинга, либо до этого по нему снимали только короткометражки. Историческое событие, короче. К слову, у нас этот фильм, можно сказать, прошел незамеченным, а вот в США и по миру Стивен Кинговский «Бугимен» насобирал $67 миллионов. Что как бы очень недурственно, если, конечно, не знать, что бюджет всего фильма $35 миллионов. Это фиаско, братан! Нет, не фиаско, там еще стриминги, носители, но в любом случае ошеломительным успехом это не назовешь. Но так или иначе, можно сказать, что внимание к себе фильм привлек достаточно. Возможно, этому поспособствовал вброс, что некоторые сцены оказались настолько страшными, что после предпоказа пришлось вносить изменения, потому что зрители кричали от испуга так громко и часто, что за криками терялись важные реплики. Ну то есть, представляете, да? Сначала фильм херачил по зрителям салютами из скримеров, а потом сразу же начинал выливать на них потоки базированной базы, а зрители такие... Поэтому, видимо, было решено сделать так, чтобы взаимодействие фильма и зрителя проходило как-то так, и фильму прикрутили рейтинг PG-13. В общем, давайте разбираться, почему очередная экранизация Стивена Кинга проходняк. Или нет. В общем, маленькая девочка проводит ночь в стиле «Бугимен». Ведь к ней из шкафа пришел Бука, который очень смешно пародирует голос ее отца. Пап! Все, да, сука? Обидно, да? Ага, плакаешь, да, сука? Но девочка не выкупает рофла, а потом еще и смачно обсирается, запачкав семейное фото. Я пытался, но фильм не оставил мне выбора. После чего Максим Бугалкин уходит обратно в шкаф, ведь у него там, как у ГАМАЗа, лифт. А про эту маленькую засранку можете забыть, ведь действие переносится в дом главных героев, где девушка по имени Сейди выбирает, что ей надеть из гардероба ее недавно умершей матери. Ведь все создатели фильмов ужасов в один момент решили, что сюжетный троп с умершим родственником и колоссально нравственно страдающими родными – это пушка-ракета, и его нужно использовать в каждом фильме ужасов. Даже в ужасающем этой херне нашлось место, разве что там ею не душили. Ну а тут Сейди своими кислыми щами буквально вынудит вас сходить на могилку ее матери. Короче, девчуля выбирает платье с подсолнухами, которое ее мать запечатлела в картине. Ван Гогу бы понравилось. Но она явно не была в курсе, что картины можно делать еще и из конструктора. Для этого просто нужен мозабрик. Это такие наборы бесконечного фотоконструктора, с помощью которых можно собрать любую фотографию в картину из малюсеньких кубиков конструктора. А когда надоест, разобрать и собрать что-нибудь другое. И так, когда угодно и сколько угодно раз. Ну сами подумайте. Во-первых, фото выбирают уже после открытия коробки. Получатель сам будет думать, что собрать. Во-вторых, фото любят все, потому что у всех в телефоне целые склады любимых фоток. Селфи, мемасики. В-третьих, справятся даже дети. Это очень просто. Берете набор мозабрик, загружаете фото на сайт и собираете по полученной инструкции. Гениально! Наборы бывают разных размеров, а еще черно-белые и бежевые. Я собирал уже и те, и любые выглядят классным акцентом в интерьере. Приготовьтесь к вопросам гостей, как вы вообще это сделали. Собирать мозабрик, кстати, можно и в одиночку под любимый сериальчик или трэшачок, а можно взять близких, как раз в новогодние праздники, раздать каждому по основе и весело вместе провести время. В каждом наборе есть все необходимое, а кубиков намного больше, чем понадобится. Мозабрик — это, кстати, российский продукт, который за 3 года стал популярен не только у нас, но и по всему миру. Но оно и не удивительно, идея потрясающая. В общем, идеальный подарок. Лучше почти не найти. Ссылочка на официальный сайт Мозабрик будет, как всегда, в описании. Если еще не подготовили подарки, то срочно бегом туда заказывать. А чтобы покупка стала еще приятнее, вот промокод TerrellCabot.
который даст скидку в 20% на все наборы Мозабрик. Дарите на Новый год крутые подарки. Сейди. Что? Ничего, тебе идет. Только... Это халат, который твоей маме достался от бабушки, а бабушке от дедушки. К слову, помимо мертвой матери, семья Сейди состоит еще из младшей сестры в исполнении мелкой Леи Органы, которую, походу, каким-то чудом не забулили фанаты «Звездных войн» за сериал «Оби-Ван Кеноби», где она была максимально раздражающим персонажем. Поправьте меня, если я не прав, просто меня хватило всего на пару серий. И отца-психотерапевта, который принимает шизов на дому, что в принципе обычная практика, которая, впрочем, скоро даст свои плоды. Малая, кстати, еще до знакомства с Бугименом по дефолту боится темноты, в которой утопает ее комната даже солнечным утром, и своего шкафа. А еще у нее, знаете ли, зуб вот-вот выпадет. И у этого зуба роль даже больше, чем у подружек Сейди, которые на 80% состоят из стерв и сук. Это мамино платье. По-моему, не лучшая идея. Носить ее одежду, цепляться за прошлое, так сложнее его отпустить. Я не хочу отпускать. Ну да, проще наводить на всех Да, жуть. перестань. Может, хватит? И по-хорошему, в любом уважающем себя фильме ужасов они бы все умерли страшной мучительной смертью до финала. Но только не в этом, потому что здесь смертоубийство студентиков заменили на колоссальные нравственные страдания Сейди, которая в своей скорби доходит даже до просмотра каких-то шарлатанов на ютубчике. Явись, если твой дух со мной, пусть пламя свечи дрогнет влево. И подумайте о том, кого мы потеряли, с кем хотели бы пообщаться. И зная, как работает система рекомендаций на «ты-трубе», про сущности в виде гномика ей уже известно. Начинаются же проблемы этого семейства с визита данного подозрительного мужчины, которому нужно выговориться. Но не потому, что у него проблемы с мамой, а потому что всех его детишек угробил Бугимен, о чем он, собственно, и рассказывает доктору. То, что вы сказали про ваших детей, что с ними случилось? Младшая дочь умерла во сне. Внезапно СВДС. Потом еще двое. Года не прошло после смерти первого. От естественных причин? Какой там естественных? И по большому счету их разговор – это и есть экранизация рассказа. А все, что будет происходить дальше, можно кратко описать сценой из другого фильма. Ну, вы понимаете. В общем, мужик в доказательство своих слов показывает доктору бумажку, которой вытер жопу. Что это, позвольте спросить? То, что охотиться за детьми, стоит нам только отвлечься. От этих слов доктору становится не по себе. Он вспоминает, что не смыл за собой после последнего акта дефекации, и его дети теперь в большой опасности. Простите, я отойду ненадолго. В туалет на пару минут. Еще он на всякий случай вызывает полицию. Вдруг смыв не работает. Пациент тем временем решает устроить себе экскурсию по дому. А что ему еще делать? Детей больше нет. Наконец-то можно посвятить время себе и своим интересам. Тут еще и Сейди из школы вернулась, которой подружки устроили модный приговор. А так как она постоянно ходит в наушниках, ей невдомек, что дома гости. Тем же Акаром она недавно пропустила все соболезнования. Слушай, Сейди, мои соболезнования. А потом такая: Все на меня пялятся с опаской, будто боятся заразиться. а я все-таки думаю, что дело в том, что ты постоянно ходишь с затычками в ушах. Ладно, хоть с беспроводными, а то тут в одну стреляли за проводные наушники. Ну а пялились все на тебя, потому что ты пришла в школу в бабушкином халате. Но вдруг Сейди сквозь шум в ушах слышит, как кто-то в соседней комнате занимается греко-римской борьбой с мебелью. Но даже теперь она не вынимает наушники и сквозь музыку пытается распознать странные звуки. Но вдруг из-под двери начинает растекаться лужа краски. Это приходил папин пациент. Поиграл он со своим невидимым другом немножко, а потом повесился. Батя, кстати, походу все это время заигрывал по телефону с оператором службы 911, пока его незапланированный клиент проказничал на полную катушку. Батя даже на крики не реагировал. Поняла. Вызвать наряд? Вы меня слышите? Да. Так он был увлечен флиртом. Но вот он наконец пришел, и теперь все будет хорошо. А Сейди получила такое нехилое DLC к сюжету про смерть матери. Ночью же этого дня Сейди замечает на потолке какую-то подозрительную плесень, но не придает этому значения. А зря, ведь...
Навряд ли, конечно, но все равно спать в комнате с плесенью не очень полезно. Приходит батя. Мы узнаем некоторые подробности смерти их матери. Меня там не было при аварии. Я ничего не видел. А это значит, что он не успел с ней в последний раз на прощание. Сэйди пытается излить ему душу, как отцу и как психотерапевту. Я ведь с ней даже толком не попрощалась. И вот ее нет, а у меня как будто тяжесть. И не вздохнуть тяжко. Но диалог принимает неожиданный поворот. Завтра на прием к доктору Уэллер. Да. Что ж, Пойду посру. К мелкой же приходит бугимен. И после такого открытия двери она не начинает истошно орать. Более того, она продолжает молчать, когда какой-то ксеноморф переползает к ней под кровать. Плюс к этому она решает на него посмотреть, из-за чего падает и ломает шею. На самом деле нет, но классно, что в их доме такая звукоизоляция. И никто не услышал ни этого шума, ни ее крика. Поэтому ей приходится самой прийти к сестре, пока бугимен умирает со смеху от ее падения. Старшая решает пытать младшую, за то, что та мешает ей смотреть видосики всяких мракобесов. Итак, считаю до 3 и закрываю дверь. 1, 2... Зуб благополучно покидает рот, но не фильм. Его еще ждет эпичное возвращение. А пока его ворует бугимен. Он на полставки подрабатывает зубной феей. Ну или просто... я большущий фанат зубов. На следующий же день девчата отправляются к мозгоправу, потому что им своего дома недостаточно. Что происходит с человеком после того, как он умер? Наверное, прозвучит странновато, но... Если ты умер, то это конец. Дальше ничего нет. В роли же этого мозгоправа легендарный блогер Егор Казашибу, который переехал в Америку, сменил цвет кожи, сменил почки, печень, взял псевдоним Лиза Гей Хэмилтон и теперь снимается в фильмах. Сойер говорит, что она боится темноты, и Егорка решает выбить клин клином. Но этот страх мы одолеем. Хорошо? Сделаем его не страшным. Интересно. Внести флюгегехаймен! Да, но эти милые жалюзи вызывают именно такие ассоциации. И если бы я пришел к психотерапевту с такими жалюзи, во мне бы не осталось ничего, кроме фобий. Так она еще включает максимально криповую красную лампу. Тетя, а нельзя было выбрать лампу другого цвета? Зеленого, синего, коричневого, в конце концов. Вы вообще себя видели при этом освещении? По аналогии с вашим методом, смертельные заболевания нужно лечить расстрелом, а импотенцию – кастрацией. Короче, лампа начинает мигать, чтобы Сойер постепенно привыкла к темноте. Ага. Но она видит бугимена и в итоге сильно потеет. Все хорошо. Да, все уже закончилось. Теперь тебя всю жизнь будут мучить суицидальные мысли, а в темные помещения ты просто-напросто не сможешь зайти, не обосравшись. Им важно обсудить это с вами. Вы должны перейти на следующую консультацию все вместе. А вообще да, фильм как будто бы про то, что близкие люди не умеют друг друга слушать, и в такие трагические моменты жизни просто закрываются каждый в своей комнате в большом темном глухом доме, в прямом и переносном смыслах. Простите меня за то, что впустил того человека в наш дом. Нет, проблема в том, что ты себя не пускаешь в их жизнь и просто пытаешься абстрагироваться от всей этой ситуации. Ну да ладно, наступает следующая ночь, и как в подтверждение моих слов, каждый сам по себе проживает свою жизнь в своей комнате. Отца так вообще не показывают, он как будто бы с ними не живет. В общем, к Сойер приходит Сэйди. Ну ты как? Да так себе. Но это на самом деле не Сэйди, а Максим Бугалкин ее пародирует. Непонятно, правда, как он сел на кровать, если тут кругом гирлянды, которыми Сойер потом будет его отпугивать. Короче, мелкая думает, что эта сестра ее разыгрывает, и идет гулять по дому, по которому после всех предыдущих событий даже я бы не пошел гулять, потому что какого хрена там так темно? У них что, электричество настолько дорогое? Или фильмы ужасов это заговор производителей светильников? Вот почему она не включит свет в коридоре? Да,
Отличный план. На что ты, блядь, рассчитывала? Это же не BB-8, он не вернется обратно. Ну и раз такие дела, может, пора заверещать, как вы, дети, это умеете? Но нет, режиссер, видимо, никогда не ходил в детскую поликлинику, не летал в самолете и вообще детей ни разу не видел. Поэтому Сойер упорно хранит молчание. Тем временем Сейди находит висельника в интернете и прослушивает запись с диктофона отца, которую он сам походу не прослушивал и полицейским не давал послушать. Потому что у него там помимо записей клиентов еще записано, что он бормочет, когда дрочит. Также Сейди находит дневник висельника, и мы узнаем, что было на том листке, который он дал ее отцу. Какой-то полурак, полухуй. Потом она видит, что не только в ее комнате с потолком беда, и замечает что-то странное. А нет, показалось. Тут же на нее нападает Сойер, которую почему-то Бугимен не схавал сразу после того, как она выкинула шар. Может быть, конечно, из-за того, что он пока подпитывается страхом. Ты ведь эту темную тварь видишь, да? Да, она настоящая. Я не знаю. И чтобы узнать, она едет в дом висельника, в котором как будто бы никто не живет. А адрес правильный? Подожди здесь. Либо живет, но редкостная свинья, ведь кухня выглядит как кухня в фильме «Любовь и монстры». О, черт! Поэтому Сейди оставляет свой номер и намеревается было уходить, как замечает барахлящую лампочку и хочет ее починить. Все, дело сделано, можно валить. Но нет, она видит знакомую плесень. И такая, а что это там такое? А там какой-то супер нелогичный человек, вопреки технике безопасности, расставил по полу свечи и заклеил все окна. То есть, как бы, если ты хочешь, чтобы было светло, ты лучше окна открой. Но Сейди, видимо, думает, что здесь живет какой-то ультра-мега-романтик, и она даже не пытается сопротивляться своему любопытству. Ну а плесень, ну а что плесень? Ее дом скоро будет выглядеть так же, надо привыкать. В общем, побродив немного, Сейди напарывается на жену висельника. Ваш муж Лестер был у моего отца. Хотела спросить об этом. Вы знаете, что это? Моли Бога, чтобы не довелось узнать. Которая довольно обтекаемыми формулировками посвящает Сейди в курс дела. Моя сестра его видела. Ох, лес. Лес, которым управляют. Что ж ты натворил? На вас перекинулся, значит. Он уходит туда, где боль и уязвимость. А по-моему, оно ушло туда, куда пошел ваш муж. Твари нужна тьма, чтобы скрыться. А можно как-то поконкретнее объяснить, что монстр боится света? Когда-то давно человек разгонял тьму огнем. Видимо, нет. Тем более, что он уже пришел. Стой, молчи. Оно у тебя за спиной. Он сзади! Я вижу тебя, скотина! После такого представления Сейди не бежит скорее в магазин «Мир света» и не увешивает дом лампочками, чтобы там не осталось и намека на темноту. Нет, ей внезапно снится кошмар, в котором Бугимен ее орально пенетрирует. Дай мне побыть! А потом она видит, как батя наводит порядок в мастерской матери, и так ее это злит, что она как будто бы забывает о событиях последних пары дней и идет предаваться ностальгии с вещами мамы. В подвал, блять, где не работает свет. Просто она живет по заветам двух бесстрашных сенсеев. Из вещей она лутает мамкину заначку, зажигалку и видеокамеру с вечным зарядом батареи, потому что она сначала смотрит запись на ней в подвале, а потом еще и в школе, и хрен знает, сколько эта камера пролежала в коробке. Но это не значит, что камера будет как-то интересно использована против Бугимена. Нет, это фильм на 59-й минуте все еще пытается выдавить слезу из зрителя. И по аналогии с драмеди предлагаю ввести новый термин – драморрор или хоррорама. В туалете Сейди решает поговорить подружка, которая возила ее в тот дом. И чтобы хоть как-то привести ее в чувство, предлагает устроить девичник. У Сейди дома. К слову, парней в фильме нет, за исключением этого. Даже в «Слендермене» у пацанов было больше экранного времени. Наверное, в этот раз все пацаны ушли на кастинг во второй сезон сериала «Слово пацана». Но вот, настает время вечеринки. Больше пить ничего нет. Я заварил чай. Типа алкоголь. Это вкусный чай.
Да, ожидаемо вечер становится томным. Тогда Сейди предлагает раскурить косяк ее мамы. Серьезно? Я ж тебе их дал 100 лет назад. Они, может, уже никакие. Нет, с табачком все в порядке, а вот зажигалка не фурычит. Хорошо, что на вечеринку пришла эта женщина. Наверное, жидкость закончилась. Ну-ка, дай сюда. Салаги. Я правда не понял, это чья-то мама? Но не суть. После первой же хапки Сейди заходится кашлем и бежит в туалет блевать. Нащупывает во рту какую-то ниточку и достает дебетовую карту Terlcab от банка. На самом деле такого банка не существует, но если бы существовало, то его карта рекламировалась и доставлялась бы только так. Курьером, кстати, был бы Доминик Пёрсел, у него опыт есть. На самом же деле Сейди достает тот зуб. Я даже не включила запись. После этого самая припизнутая подружка просит показать, где повесился тот мужик. Впрочем, какой дом, такие развлечения. Поэтому Сейди показывает. И ее по приколу закрывают в этой кладовке. Вот это умора, вот это подруги. Надо почаще их приглашать. А тут еще бугимен, оказывается, какает. Занято нахуй! Очень неловко вышло. Дверь наконец-то открывается, блондинка сразу получает по щам и такая: да за шо? Бугимен все это время продолжает какать с открытой дверью. Короче, вечеринка подошла к концу, девчонки уходят. Сейди с отцом остаются наверху. Тем временем Сойер в абсолютно темной комнате играет в приставку. Видимо, Сейди решила не делиться полученной в том доме информацией. Тут как тут бугимен. Он посрал и готов как кот резвиться. Сойер опять не кричит, ведь где это видано, чтобы дети кричали, когда им страшно? Я, конечно, понимаю, что бугимен похож на монстра из «Тихого места», но это совершенно точно не он. В итоге бугимен устраивает ей и ломает телевизор. В больничке Сейди верит Сойер. Она убивала меня. Знаю. Тащила. Я тебе верю. А батя нет. Я не проговорил с ней ее горе, а в итоге у Сойер эти проявления. Видимо, он думает, что Сойер, как озон в порыве гнева, сломала телек и прикинулась мертвой. Очень вовремя звонит та тетя. Я нашла способ, как с ним справиться. И как? С твоей помощью. Подъезжай. Сегодня с ним и покончим. И Сейди такая: Сейди, ты куда? Решать проблему. Кому-то же надо. на что она рассчитывала, непонятно. Типа, сейчас приду к безумной тетке, и мы как победим бугимена, у нее план есть. И справедливости ради, план действительно есть. И заключается он в том, чтобы расставить ловушки. Тут растяжки, взрыватели. Обычно их используют на кемпингах отпугивать медведей, но боевыми не заряжают. И использовать Сейди в качестве приманки. Не бойся, близко не подпущу. Более того, план срабатывает, потому что бугимен тупой и не видит подвоха. А еще он свечки умеет задувать. Какой тогда в них толк? Здоровый лось был. Фигня. Свинца глотнул и брыкнулся. Но хорошо хорохорится тот, кто хорохорится последним. Ведь бугимен боится света, а не дробовиков. И вот тетя располовинена, а Сейди удается спастись у прожектора. Батя с мелкой тем временем залетают домой. Старшая бежит их спасать, но опять не через магазин «Мир света», и ментов не вызывает, чтобы они устроили бугимену светопредставление. Думает, наверное, сейчас приду домой, свет включу и всех спасу. Но батя-то у нее психотерапевт, а не мастер на все руки. Поэтому потолок до сих пор протекает. И лампа не горит. И хрен бы с ней, Сейди даже фонарик на телефоне не использует. Сейди, какой у тебя план? Сейди, какой план? Тебе уже никто не сопереживает, все думают, что ты ебанутая. Может быть, ты хочешь как тетка из Бабадука обматерить бугимена? А ты слова-то такие знаешь. В общем, мы скоро узнаем, а пока она находит сестру в шкафу, обмотанную гирляндой, от которой так много света. Где папа? Она его утащила. И надо полагать, папе кирдык, ведь Сейди явно добежала до дома не за 10 секунд. Ты куда? Сейди, не бросай меня, ладно? Оно живое. Раз в нем кровь, его можно убить. Ага,
клюшкой. Вон, тетка нашпиговала его дробью так, что он тяжелее на 2 килограмма стал. И не убила. А ты его сейчас клюшкой нокаутируешь в темном подвале. Ну-ну. Про фонарик вспомнила. Но это теперь точно победа. Тем более, что к ней присоединяется боевой гном с гирляндой. Но это не беда. Бугимену увлеченно сосет жизненную энергию из батька. Ну, вкусно. Который еще типа жив. Сейди же упорно не хочет понимать, что монстр боится света, а не ружей, лопат, клюшек или больших членов. Света! То есть в борьбе с ним был бы эффективнее телефон. Поэтому монстр ее ловит. И у монстра изо рта растут руки, которыми он этот рот открывает, чтобы оттуда вылезло еще одно лицо, у которого изо рта должны расти ноги, которыми монстр отлично играет в футбол. Но нет, у этой боди-хоррорной матрешки всего 2 сегмента. Он начинает сосать из Сейди жизненную энергию, но тут подваливает... Батя... И тут же отваливает. У Сойер выключается гирлянда, но у родителя есть зажигалка, которая, правда, тут же прогорает. Тогда приходит время чуда. Да, типа дух мамы помогает зажечь зажигалку, в которой кончилось топливо. А здесь мама помогла зажечь зажигалку, чтобы дочка курнула и расслабилась. Короче, кринж. Уже даже на монстра насрать, которого шугают огнеметом из аэрозоли, а потом приходит Макриди и добивает его. Ну или не Макриди, но сути это не меняет. Бугимен сгорает, как и их дом со всеми документами. Поприветствуйте 3 бомжей, которые первым делом идут к Егорке, чтобы батя наконец признал, что он хреновый батя. Я просто боялся быть отцом. Да, боялся. Сомневался, что потяну, справлюсь, что готов к такому. У мамы все выходило легко, а потом ее не стало. А потом дома не стало. Короче, жизнь удалась. Они уходят, но Егорка просит Сейди вернуться. Сейди, не задержишься на минутку? Но оказывается, что это был не Егорка. Это был... По итогу можно сказать, что неискушенному зрителю фильм вполне может доставить впечатление и показаться страшным и пугающим. Тут все для этого есть. Жуткая атмосфера, непредсказуемый монстр, растущий градус напряжения и всякое такое. Для зрителя же, который потребляет фильмы ужасов вместо воды, он покажется банальным, клишированным, глупым и не привносящим ничего нового в жанр. Что же касается драматической составляющей, то троп с умершим родственником, использующийся в 4 из 5 фильмов ужасов, наверное, надоел уже даже тем, на кого он нацелен, если он, конечно, нацелен на кого-то конкретного. Трепать нервы такими историями тем, кто пережил потерю, по-моему, такая себе идея. Хотя здесь демонстрируется проблема, когда в семье, пережившей горе, нет надлежащей коммуникации, когда кто-то не делится своими переживаниями или не умеет слушать, когда кто-то так погружается в себя, что отворачивается от всего мира и не замечает этого, или как-то так. То есть, как бы фильм дает таким людям взглянуть на себя со стороны. Короче, со 2-го раза фильм уже не кажется таким говном, особенно когда первый просмотр был на стриме, особенно если выкинуть эпизод с зажигалкой в финале. Это при любом раскладе кринж. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание. И так как это последний ролик в этом году, если хотите увидеть меня еще до конца года, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем же остальным с наступающим. Всего вам хорошего в новом году. Так сказать, ни пуха, ни пера, ни гвоздя, ни жезла. Ну и всякое такое. Пока-пока.